«Эхо Кавказа» со ссылкой на участников митинга сообщает, что 2 июня пройдет очередная масштабная акция протеста против действий властей. В Госдепе США тоже заявили, что действия правящей партии угрожают демократическому курсу Грузии. О последствиях принятия закона об иноагентах мы поговорили с бывшим министром обороны, а также бывшим министром просвещения и науки Грузии Дмитрием Шашкиным. У него было 3 цели. Вот это очень важно понимать, что они пытались сделать и что они получили. Первая его задача была максимально радикализировать ситуацию в Грузии. Заставить оппозицию выйти на улицы, заставить оппозицию отойти от месседжей, которые были предвыборные. Как вы знаете, в Грузии 26 октября выборы. И у оппозиции были месседжи по экономике, очень правильные, по безработице и так далее. Они, в принципе, очень были похожи на те месседжи, которыми оппозиция выиграла выборы в Турции. И вот у грузинской мечты, у партии Бедзины Иванишвили была задача увести оппозицию от этих месседжей, не говорить о экономике, о безработице, об иммиграции, а говорить, радикализировать оппозицию. После этого побить оппозицию, оппозиционных лидеров на улице, запугивать население войной с Россией, дестабилизацией. И вот на этом доминантном положении войти в предвыборную кампанию приблизительно в августе-сентябре этого года. Чтобы оппозиция была уже побита один раз, чтобы всех запугивали войной с Россией и так далее. Это была их первая задача из внутриполитической повестки дня. Что они получили в итоге? Они радикализировали население Грузии, особенно молодежь. Побили население Грузии, особенно молодежь. Молодежь Грузии и население Грузии консолидировалось вокруг оппозиции. 80% поддерживают евроинтеграцию. 200-250 тысяч людей выходит на митинги. Это огромное количество для Грузии, для страны с населением 3,5 миллиона. Это они получили. Кроме того, для них очень неожиданно вписался в тему президент Турции Эрдоган, который сказал, что Турция гарант безопасности на Кавказе. И этим поломал их месседж о страхе перед Россией. Кроме этого, они огромный урон нанесли бизнесу. Только два ведущих банка Грузии потеряли полмиллиарда капитализации в процессе вот этого принятия закона. Валюта получила огромный пресс. Национальный банк продает доллары, чтобы удержать курс. Экономика трещит по швам. Вот это они получили, пытаясь радикализировать ситуацию в Грузии. Вторая у них была задача сорвать евроинтеграцию в Грузии. Грузинская мечта во главе с Бедзиной Иванишвили, как я уже сказал, это российская прокси-сила. Им невыгодно, чтобы Грузия была частью Евросоюза, тогда они просто тупо не смогут воровать деньги, столько, сколько они сейчас воруют в Грузии. И кроме того, они получают из России очень четкие указания, что Грузия не должна быть частью Евросоюза, потому что мало кто об этом говорит, но вот просто задумайтесь, когда Грузия становится членом Евросоюза, получается, что первая страна появляется, у которой нет общей границы с Евросоюзом, через которую можно выходить полностью на Центральную Азию. Это огромное экономическое и политическое влияние. Поэтому Россия будет делать все для того, чтобы Грузия не стала Евросоюзом. И также был сорван средний коридор, так называемый. Вы же знаете, что верхний коридор транспортной Азии России закрыт. Это Байкало-Амурская магистраль, он закрыт надолго. Нижний коридор Саудовская Аравия, Израиль, Турция. Там большие проблемы из-за боевых действий в Газе. И остается средний коридор, это Казахстан, Азербайджан, Грузия. И Россия, конечно, хочет контролировать этот коридор и максимально ему создавать проблемы, чтобы открылся верхний коридор, потому что невозможно, чтобы остановилась торговля между Азией и Европой. За счет этого они пытаются, скажем так, защитить свои интересы. Процесс Грузии, интеграцию в Евросоюз приостановлен до выборов. Это однозначно. Но против этого они получили консолидацию Европы и Америки против грузинской мечты, против Бедзины Иванишвили. Очень правильное заявление наших западных партнеров, что нельзя наказывать народ, а надо наказывать конкретных лиц, которые вот это делают, саботируют процесс вступления Грузии в Евросоюз. И это Грузия не Россия и не Беларусь, где большая часть населения поддерживает режим. В Грузии 80% полностью поддерживают евроинтеграцию. И есть отдельные люди, которые срывают евроинтеграцию Грузии, против них должны быть направлены санкции. На какое-то время
отсрочили, по крайней мере, до выборов на 5 месяцев этот процесс, но получили огромный пресс и получат личные санкции. И третья задача, которая у них ставилась, это было создать законодательную базу для преследования инакомыслия. Это они сделали. То есть, если они выиграют выборы в 2026 году, это невозможно. То есть, если они сфальсифицируют, и народ это проглотит, и они останутся у власти, у них есть прекрасная база для преследования инакомыслия, как в России было. Потому что под этот закон можно подвести любого человека, у которого есть социальные сети.